Так, здравствуйте, Евгений Олегович. Приветствую, Владимир, рад вас видеть. Вы сегодня должны быть в эпицентре прям новостей, которые всех волнуют, я так думаю. Спасибо, что отозвались на наше приглашение пообщаться. Да, давайте поговорим сегодня и о обмене, мне есть сказать несколько слов, и о мобилизации, и о референдуме так называемом. В общем, очень много-много тем всяких, да. Но начать хотелось бы с взаимоотношений. Ну, все знают, что я достаточно много разговариваю с родственниками российских пленных, но наши разговоры, они имеют такое специфическое содержание, а вот вас всегда в России и читали, и смотрели, и слушали, потому что вы говорите о таких общечеловеческих ценностях, вы говорите о здоровье. И вот очень интересно, что произошло после 24 февраля. Вот в нас полетели первые ракеты, российские войска заходят по 6 направлениям. Вот что в этот момент вы сказали, написали и как на это отреагировали люди, которые привыкли слышать от вас, ну, например, как вылечить кашель у ребенка? Ну, вы поймите, есть очень большой нюанс. Те люди, которые привыкли меня слушать, да, но это же люди, которые не просто приходили послушать Комаровского. Эти люди, которые интересовались проблемами здоровья собственного ребенка и хотели получить ответы. Понимаете, вот уже отсюда начинается. Огромное количество людей, точнее, подавляющее большинство, считает, что за здоровье их детей отвечает участковый врач или бабушка, понимаете? И они, в принципе, не желают слушать детского врача. Оно им нахрен не надо, понимаете? То есть, тем не менее, в российской популяции порядка 10-15%, и в украинской порядка 20-40%, в зависимости от места региона. Это люди, которые не хотят никому доверять здоровье своего ребенка. Они хотят интересоваться, учиться. То есть это люди заведомо с критическим отношением к тому, что происходит, которые хотят разбираться и сами принимать решения. Это моя аудитория. Поэтому неудивительно, что огромное количество в моей аудитории поняли про войну все с самого начала, что это война. Второй вопрос в том, что даже они, то есть из 6 миллионов моих украинских, российских подписчиков отписался 1 миллион, а 5 миллионов стали слушать. Понимаете, слушать и внимать. Представляете себе, какая пропорция? То есть, кто бы сказал, да, что для 20%, даже меньше, там 17% реально признали Комаровского нацистом и фашистом, понятно? Им это подтвердил российское руководство, запретив Комаровскому въезд в Россию, как будто он как бы с чемоданами уже был готов и так далее. Но тем не менее, вот такая ситуация. Поэтому я к чему говорю, что у меня не очень репрезентативная выборка, у меня специфические люди, но тем не менее абсолютное большинство признала спецоперацию спецоперацией. Ни войной, ни агрессией. Они были уверены в том, что они с миром к нам идут. Но, тем не менее, 10-15% были абсолютно адекватны, которые с первого дня все правильно поняли, но которые сразу, оказавшись не просто в меньшинстве, а оказавшись в окружении агрессивного большинства, очень быстро притихли и ушли в подполье. Я в первые дни обращался к ним, ребята, что выходите, что вы творите, это же бред, и объяснял им, что это война, что вот реально все такое. А они делали вид, что, короче, крокодилы в крапиву забились, и в канаве слоны схоронились. Короче, вот и все. Поэтому я честно скажу, что и я, и вы, наверняка, и мы все, люди, которые адекватно на все это смотрят, недооценили зашуганность российского гражданского общества. Всех, кто трепыхался там, уже давным-давно вычистили, и аппарат репрессий настолько мощный, что по большому счету, даже вот вы разговариваете с пацанами с этими, да они же больше нас боятся вернуться назад, судя по всему, понимаете? Они своих боятся страшно. И вот это, конечно, все. И я вам честно скажу, потом возникло такое затишье, а после мобилизации, после объявления этой частичной мобилизации, у меня тысячи писем в день, тысячи. Такое впечатление, что они прозрели, потому что это зашло на территорию их личного дивана. Вот то есть отсидеться на диване, не получается. Все. Но, опять-таки, если у меня есть дочка, это одно, а если у меня сын, это уже принципиально другое. Все. И самое, тем не менее, грустное, обидное, это ключевой месседж, который я хочу сказать, что начиная с 21 сентября огромное количество россиян, вот это, еще раз, я хочу, чтобы все это все услышали, страшно возмутились, озлобились, просто страшно, но они выступают не против войны,
Они выступают против мобилизации. То есть, если бы их не трогали, то воюйте дальше. Вот и все. Вот это окончательный приговор гражданскому обществу. То есть их интересует только собственная задница. Диван. Диван. Мирный, Подтверждаю. теплый диван. Да, да. Подтверждаю. Сейчас по обмену вернулись в Россию бывшие пленные, которые никого, кстати, по-моему, там не интересуют вообще, как бы, да. Интересуют, ну, тут можно посмотреть, как встречали наших и как встречали их. То есть у нас скорые, медперсонал, у нас люди, которые привезли им костюмы, телефоны, покушать и так далее. От России мы увидели два фото. Первое фото, непонятно как попало в сеть, из украинского автобуса, где их везли. Они это фото подхватили и начали репостить, что вот наши ребята возвращаются домой, не зная, что это на самом-то деле фото из украинского автобуса. Вот. Но я насыпал там им нормально по этому поводу, а то, что это фото из украинского автобуса, видно из моего видео про обмен. Когда они вернулись в Россию, появилось одно фото. Пустой аэропорт и один штатив с видеокамерой, который готов записывать нужные комментарии от вернувшихся из плена. Вот это, собственно говоря, вся встреча российских, ну, они, наверное, как-то они их называют героями, да, но как героев они их не встречают. Вот. Дальше у них пошла история о том, что они, ну, то есть каждый из них должен выйти и сказать на камеру то, что он должен сказать. И эти ролики посыпались как из рога изобилия. Они там говорят про нацистов, про все вот это вот, понятно, они сразу, у нас были, они все поняли, как было, туда они вернулись, и они поняли так, как им теперь говорят. Для меня это не удивительно, потому что они у меня на интервью, те, которые честны, они говорят, да, мы приедем туда, у нас такой режим, да, мне скажут это сказать, и я это скажу. Это для меня не удивительно, более того, я их даже не осуждаю за это. Кстати, но Володь, а кто-то из ваших героев был в этом списке? Абсолютно все. Нет, и вот из тех, с кем вы разговаривали, да? Вот да. В этом списке, из которые туда уехали, да? Вы конечно, с ними со всеми разговаривали? 55 интервью. Угу. Ну, да. Круто. Какие-то еще не вышли даже, кстати говоря. Угу. Вот. Но что вот действительно, вот за что действительно я могу их осуждать, так это за то, что они, рассказывая эту ложь, а они прекрасно знают, что это ложь, и мы знаем, что это ложь. Они совершенно забыли о тех людях, которые остались здесь. Вот про вот эту вот самую интерес к собственной заднице и к дивану. То есть они туда вернулись, их задница уже в относительной безопасности. Ну, если они будут говорить все так, как им скажут, то она в безопасности. Но ни один из этих 10 интервью, которые выпустили вчера, ни один из них ни словом не обмолвился. Ребята, у нас же там остались люди, которых мы называем товарищами, и которых мы якобы своих не бросаем. Ни один об этом вообще не сказал. Все тараторят про нацистов и так далее и тому подобное. Но они будто бы забыли, что их товарищи остались здесь у этих же нацистов. Они не боятся, что им от этих нацистов за эту ложь прилетит. Ну, отвечаю очевидно. Нет, не боятся, потому что они знают, что никаких нацистов здесь нет. И поэтому они с холеными рожами рассказывают, как они тут голодали страшно. Да. Есть, да, господи, лицо у человека. Ну, вы как врач, вы как я доктор, видел, вы знаете, как выглядит человек, который сидел на воде, да? То есть тут достаточно посмотреть фото наших героев, которые вернулись, и мы увидим людей, которые действительно прошли ад и действительно прошли тяжелый плен. А там стоит такой теленок 100 килограмм, у него щеки раздулись, он здесь вес набрал. И рассказывает, что его здесь держали на одной воде и вообще все время били, и только в те моменты, когда он приходил в сознание, он слышал, как бьют других. Все больше он вообще ничего из этого плена не помнит. А у нас же куча видео записано, где он и домой звонит, где он и, ну, помимо еще тех, которые мы опубликовали. Все же это есть. Ребята, ну кому вы втираете? Ну, это его фамилия Брашкин, одного из них, да. Я ему даже где-то благодарен, потому что даже россиянин, мне кажется, посмотрит на вот эту вот харю
И скажет, ну так не может выглядеть человек, который сидел на воде и которого били током 3 месяца или 4. Володь, но теперь же у вас появляется очень интересный, как мне кажется, вариант работы, когда можно брать фрагменты из этих новых интервью, сопоставлять их со старыми и все это презентовать. Это будет очень красиво и показательно. Эта Ну, работа уже ведется, конечно. отлично, ну потому что это круто, это то, что ну, прекрасно будет иллюстрировать всю эту, Это мы мразь. проиллюстрируем, но также, я же говорю, есть, например, их слова: «Домой не звонили». Нет, не звонили. А у нас записано, где они стоят и звонят домой. Просто еще помимо наших интервью мы записывали, как они стояли и звонили домой. Ну кому вы лжете? Ну как? И меня спрашивают, а как мы можем контраргументировать эту ложь? Если честно, правда, вот я вот сейчас вот вас слушаю, меня искренне удивляет ваша такая, ну, я даже не знаю, и вот искренняя, вот вы искренне возмущаетесь, общаясь с ним. Неужели, вы же понимаете, это интервью записывается не для вас, не для меня, не для Украины. Это интервью записывается для многомиллионной диванной аудитории, которую надо поддерживать в ее эмоциях. У них есть определенные эмоции, их надо поддерживать. Все, правда никого не интересует. Уже давным-давно. Все. Политическое руководство страны в принципе не озвучивает правду россиянам. Ну что остается делать? Поэтому мы вот и занимаемся тем, чем занимаемся. Да, я не являюсь человеком, который верит в какой-то российский бунт. Это, ну, то, о чем вы сказали, что мы переоценили их, то, как их там зазомбировали и загнали в рабство, грубо говоря. Да? Я для себя понял такую вещь. Россияне – это народ, который может спокойно смотреть и снимать на телефон, вот их будет 1000 стоять, смотреть и снимать на телефон, как бьют 2 ОМОНовца одну маленькую девочку. И ни один ничего не сделает. Вот это для меня вот характеристика российского народа. То есть я не верю в то, что они там поднимутся, начнут что-то делать, как-то начнут с чем-то или с кем-то бороться. Я в это не верю. Но я точно знаю, что наши видео могли повлиять на их отношение в целом, на их понимание в целом этой обстановки. А вот на данный момент, когда им уже прямо сказали: вы рабы, все, вы сейчас встаете и идете умирать, идете погибать, непонятно за что. Сейчас я уже, если честно, не знаю дальше, вот, что делать, потому что у меня на интервью появятся сейчас сотни и тысячи людей, которых не перемолит вот эта вот мясорубка, да, которые будут просто говорить: да, меня заставили. И я Ну, знаю, что его заставили. это действительно так, и я тоже об этом высказывался, о том, что по большому счету 21 сентября это все-таки такая очень серьезная разделительная линия. На момент 21 сентября любой человек, который зашел на территорию Украины, ну кроме первых, может быть, там недель, это человек, который сознательно знал, куда он шел. Он знал, что он идет на неправедную войну, он шел туда по своей воле, вот никто его активно не затаскивал, поэтому он знал, что он идет убивать людей за деньги и так далее. Это был конкретный бандит. Все, он мог рассказывать, как он заблуждался, но это был конкретный бандит, который за деньги шел в другую страну убивать людей. Все. Начиная с 21 сентября тут могут появляться уже люди, которые никого убивать не хотели, которые взяли за шкирку и сюда привели. Поэтому люди должны сейчас делать все, чтобы сюда не попасть, потому что здесь у них шансы умереть или потерять руки, ноги, глаза и что-нибудь еще очень высокие. Поэтому прятаться, как мне один написал, мне много, сейчас просто какой-то вал. Такой, вот мне один мужик написал много похожих писем, что, говорит, я, написал он, пойду в тюрьму, но воевать против Украины не пойду. У меня, говорит, пишет он, вообще есть такое впечатление, что порядочного человека в России скоро можно будет встретить только в тюрьме. Ну, хороший афоризм такой, ну, рабочий, как мне кажется, рабочий. Ну, поэтому сейчас это не может продолжаться долго. Это, с моей точки зрения, вот этот уровень мобилизации, истерии и всего остального, поэтому надо прятаться, активно прятаться. Всем хорошим надо прятаться. Это ваш совет. Прятаться или уезжать? Уезжать просто, да, опять-таки уезжать надо быстро, потому что, похоже, они сейчас придут в себя и такие кордоны закроют окончательно. Хотя, когда смотришь, что там творится сейчас, это, конечно, страшное дело. Страшное. Да, да, конечно. Сделали же скриншот, как самолеты разлетаются из России.
Просто Да, массово, красиво. массово, Мгм. красиво, да. И в аэропортах сейчас то же самое происходит, и кто-то их принимает, кто-то их не принимает. Ну да, по сути, для этого народа два варианта: прятаться или уезжать. То есть в бунт мы их не верим, они его не будут делать в любом случае. Да, сейчас уже понятно, что бунт снизу совершенно нереален, причем огромное количество людей, которые, ну, всякая Росгвардия, ОМОН и так далее, которые очень рьяно выполняют свои функции, сейчас будет выполнять их еще более рьяно, потому что любое попустительство приведет к тому, что их отправят на фронт. Конечно. Поэтому им сейчас надо рычать, бросаться, загонять всех. Володь, а есть у вас какая-то, может быть, всем же интересная информация про наших ребят, которые вернулись? Вы А, общались с кем-то, что-то с- как-то, ну, Смотрите, у меня, к сожалению, ободряющей информации, кроме того, что они наконец-то, слава богу, вернулись, то есть у меня мгм, другой нет, потому что мы туда прибыли в 9 утра, у меня это все записано, опубликовано, как обычно, и ждали обмена к 10, к 11, к 12, ну никак не позже часу. мгм, Где-то к 3 мы уже поняли, что россияне тянут до темноты. Они умышленно тянут до темноты. То есть в 7 вечера, в 7:30 у нас уже было два варианта. Либо они сейчас вообще сорвут этот обмен в очередной раз, либо сейчас уже поменяют, потому что все, стемнело. Ну и наступил этот момент, что да, действительно стемнело, и они начали менять. Они тянули до темноты, чтобы нельзя было зафиксировать тот момент, что россияне идут на обмен ровные, стройные, чистые, откормленные и здоровые. мгм. А наших несут на носилках. Там есть беременные. Ну, кстати, я не могу не сказать, что когда я написал о том, что или сказал о том, что россияне не пренебрегают, это и есть тот самый нацистский режим, который не пренебрегает даже держать у себя в плену беременную. Хотя это противоречит любым конвенциям и любым понятиям здравого смысла, логики и морали и совести. Ну, в общем, всего того, чего у россиян, в общем-то, Нет, нет. это вещи, которые должны уже нас всех Да. перестать удивлять. Это И то, они, да, и они ну, мне начали писать: а что, если она снайпер, у которой 200 насечек на ружье убитых россиян? Во-первых, это девочка медик, она медик, она никакая не снайпер. И то же самое Пташка, всем известная, она медик, она не снайпер. Не нужно эту чепуху вообще писать. И россияне иногда додумываются писать такую хренотень, что просто не знаешь, как на нее отвечать, потому что в ней отсутствует, ну, минимальная логика. Это просто надо придумать что-то самое идиотское и его написать. Вот им это вот удается. Это единственное, в чем они достигли успехов. Соответственно, конечно, наших несли на носилках беременные женщины, пацаны, на которых просто лица нет, кожа и кости. И все эти фото и все эти видео мы видели. Вот как выглядят люди, возвращающиеся из ада. И мгм. им нужно было этот момент, этот контраст не показать. И поэтому они это все затянули до темноты. Потом они вернулись и опять-таки, в отличие от того, что сделали пропагандисты, мы пока что даже толком и комментариев их никаких не увидели. Чисто обрывочные. Ну, даже у меня. Ну да, в основном я с ними общался за камерой. Конечно же, не на камеру. Потому что, ну, то, что их кормили плохо, они сказали, но это и так очевидно. Потому Ну что да. кожа и кости у всех. Это и так. Ну, тут можно даже об этом не рассказывать. Не совсем не обязательно писать интервью, которые делают россияне, где там по методичке они что-то рассказывают. Просто посмотришь, и все понятно. А так, то наши, они особо не будут ни о чем рассказывать, просто потому, что и это очень просто и понятно, и объяснимо, потому что они знают, что их побратимы, товарищи, не тех, которых они называют товарищами, Остались не тех, там, да. которые пишут на плакатах своих «не бросаем», а настоящие их товарищи остаются там в плену. И чтобы никак не усугубить их судьбу, чтобы это никак негативно на них не повлияло, никто ничего об этом не будет говорить, и я об этом не буду спрашивать на камеру так точно. Просто Понимаете? очень важно, чтобы мы, смотрите, мне просто я почти в этом уверен, что у нас есть определенные в информационном плане пробелы, что мы не пытаемся идти на опережение. Вот огромное количество людей сейчас в Украине задают вот вопрос, вот тот, который я задал вам. А дайте какую-то информацию, а как они себя этим чувствуют, а что там с ними было, вот надо сказать. Понимаете, ребята,
всему свое время, вы всю информацию получите. Но сейчас просто все, кто сейчас интересуется, должны знать, что публичная эта информация может навредить тем нашим ребятам, которые там остались. Поэтому давайте так, ваше любопытство засуньте сейчас себе в задницу и потерпите, придет время, мы всем все расскажем. Вот это очень важно. Безусловно, я полностью, вы уже все сказали, и добавлю только Все, что... ну так это важно проговорить нам было Да, сейчас, конечно. чтобы на эту тему оставить. Я вам честно вам скажу, Володь, вот Обмен правда, это что... очень тонкая материя, о которой вообще лучше не говорить ничего наперед, никаких предположений не делать, вообще ничего. Вот в принципе так оно и есть. То есть я ни разу не написал о том, что мне известно, что что-то может, ни разу. Ну, хотя у журналистов есть такая штука, что все очень сильно хотят хайпануть. В момент, как только произошел обмен, мне посыпались со всех сторон: давайте сделаем интервью, расскажите. Ребят, самое главное, что они вернулись. Они живы, и самое главное, нам забрать всех остальных. Вот над чем мы думаем, а не над тем, чтобы записать с каждым из них пропагандистский ролик, в котором они расскажут то, что нам будет нужно рассказать. Потому что мы переживаем за наших остальных людей. Россияне в то же самое время, они вот с этими вот рожами жирными, когда их тут и звонить давали, в церковь возили, что им тут только тут не делали, все условия. Представители Красного Креста днюют и ночуют, представители ООН днюют и ночуют просто. Все условия, все стандарты Женевских конвенций, и они приезжают туда вот с такими вот репами и начинают рассказывать про нацистов, абсолютно не переживая, что будет с их товарищами здесь у этих самых нацистов. Это бред. Даже россияне должны просто представить себе вот эту вот конструкцию и понять, что это так быть не может. Просто не может. А остальное все, конечно же, мы узнаем по ходу. Самое главное нам вернуть всех наших остальных ребят. И еще раз говорю, мы об этом говорим постоянно. Россияне записали эти интервью. Ни одного слова о том, что нужно их товарищей вернуть, нет. Просто нет. Я честно вам скажу, что поскольку все это действительно мы видим элементы работы на пропаганду, на то, чтобы поддерживать в нужном состоянии гражданское общество российское, ну точнее даже нет, это даже трудно назвать это гражданским обществом, диванное российское общество, чтобы они молча слушали, что скажет вождь. Я тем не менее некоторым образом, глядя на события последних дней, на то, как они безропотно, как бараны, выстраиваются в очередь к военкоматам и машут платочками, провожают на войну и так далее, и так далее. Так вот, я как-то даже в некоторой степени успокоился. В каком плане? В том плане, что столь глубоко зомбированное общество, которое готово идти за вождем туда, куда его пойдет вождь и что им скажут, оно очень легко перезомбируется. Это я уже как доктор говорю, понимаете? То есть сейчас для того, чтобы все те люди, которые стоят в очереди к военкоматам, начали кричать: мы забиры, самое лучшее в мире, что есть, это незалежная Украина. Вот для этого надо там пару месяцев с ними поработать, и они будут кричать: блин, да как же мы могли, мы такие несчастные, Господи, нет нам прощения и так далее. То есть это общество такого жидкого пластилина, с которым можно делать все, что угодно. К сожалению, этим пользуются люди, которые получили власть в этой стране. Ну, совершенно печально. верно, да. А вот давайте, может быть, пару слов перейдем к референдуму, что вы об этом думаете, так называемым, потому что мы уже видели картинки, где выставляют какие-то колонки. Я знаю о том, что там на протяжении оккупации включают сначала по утрам людям советский гимн, потом российский гимн, потом зарядку, и вот так вот кошмарят их ежедневно. Вообще, в принципе, там пообрывали все коммуникации, интернет, любой доступ к украинскому телевидению, вывозили такие огромные машины с огромными экранами, и оттуда вещала Роспропаганда. Ну, в общем, в принципе, все как у нацистов настоящих, наверное, да, так у них это все и происходило. Ну, сейчас мы видим кадры, где подходит какая-то женщина просто расписаться на столе и говорят: пойдите распишитесь там на колесике. Ну, то есть люди с автоматами ходят по подъездам и лупят в двери для того, чтобы выбить из кого-то эту подпись. Угу. Явки там нет абсолютно никакой. Единственное, что они картинку одну смогли показать под одним правильным ракурсом. Ну, то есть, ну, россияне, они вот что, они возьмут, поверят, да, в легитимность этого референдума. Основа, да, возьмут и поверят. Да, конечно. Вождь скажет, что это... Смотрите, у меня очень... вот мое отношение к референдуму и вообще ко всему, что там... Это я где-то месяца 2 назад уже публично озвучивал и так далее. Референдум никому в мире не интересен.
Он не должен был, он не имеет никакой ни юридической, никакой силы. Это, с одной стороны, картинка для, опять-таки, диванной публики о том, что все к нам хотят, мы такие крутые. И, опять-таки, это еще одна галочка, типа мы цели спецоперации реализуем. Но это, опять-таки, для внутреннего употребления все раз. Второе, это еще одно слово в речи вождя о том, что мы готовы защищать свою территорию любыми свойствами. Меня во всей этой эпопее с референдумом волнует только одно. Честно вам скажу. Меня волнуют наши люди, которые там находятся. И мне не нравится, активно не нравится угрозы наших политиков некоторых о том, что каждый, кто пойдет на референдум, это враг, которому там конец и так далее. Моя главная задача, моя мысль главная состоит в том, что люди на оккупированных территориях попали туда не по своей воле. Что это наши люди, это украинцы, и их главная задача дождаться прихода своих и уцелеть. Если для того, чтобы дождаться и уцелеть, надо куда-то пойти и где-то расписаться, пусть идут и расписываются. Это не имеет никакого значения. Это моя позиция. Да, нельзя участвовать в этом активно, нельзя агитировать, нельзя заставлять. Но если ты под дулом автомата расписался, ради бога, мы тебя не осуждаем, ты наш, жди, мы вернемся. Если ты побежал за паспортом впереди других, ты не наш. Но если ты сделал это для того, чтобы дождаться и уцелеть, ты наш. И это артикулировать, как мне кажется, надо постоянно. Надо понимать, что люди, которые оказались на оккупированных территориях, это люди, которые платили налоги Украине за то, чтобы Украина их защищала. Украина этого сделать не смогла. Это наши люди, наши. Мы их любим, мы их ценим, мы ждем, когда они к нам вернутся, и все для этого делаем. А им надо просто дождаться и уцелеть любой ценой. Вот это моя позиция. Верно, и согласен. Ну, у нас вообще есть некоторые политики, которые настолько яростно пытаются показать себя яростными патриотами, что очень сильно вредят такой своей позиции. И это очень часто бывает. То же самое со средствами массовой информации. Они так пытаются время от времени гипертрофировать зловещесть России, что пытаются вкинуть иной раз какой-то фейк. Фейки нам не нужны. Нам достаточно просто говорить правду, а против правды не попрешь. Они Да? столько поводов нам дают, что нам не надо придумывать. Там столько очевидных вещей. А наши некоторые стараются как вот придумать, да, и вбросить это, и это очевидно является фейком, на что очень умело реагирует российская пропаганда, и они показывают, что смотрите, вот украинцы врут, и они же, ну так нельзя, в общем, это неправильная информационная политика, нам достаточно просто говорить про... И то, что вы говорите про работу на опережение, в частности, верно мы все сказали про обмен, также я хочу сказать, что все то, что я записываю, и все то, что я делаю по ходу вот того, как происходит этот обмен, это нам потом помогает развенчать очень большое количество российских фейков. Мы фактически завязываем им руки. То есть все, что они могут, это показать 100-килограммового теленка, который расскажет, что он сидел на хлебе и воде. Но в эту чушь не поверят даже россияне. Ну, может, сделают вид, конечно, что поверят, но по факту не поверят. Вот это и есть работа на опережение. Согласен, абсолютно согласен, но мне почему-то кажется, что все-таки есть в стране люди, есть и в службе безопасности люди, которые должны и занимаются информационной политикой, и некоторые языки, которые много открывают рты на наших в оккупации, понимаете, их все-таки надо немножко прикручивать. К людям надо относиться. Надо понимать, что самое ценное, что есть у нас с вами, это не чернозем, это люди, это люди. И если мы не смогли если служба безопасности, армия, полиция не смогли этих людей защитить, и они оказались на оккупированной территории, то мы должны никогда не забывать, что они наши. Наши. Тут давно уже нужен был просто закон какой-то о фейках, например, принять, да, для того, чтобы закрывать рот, ну, по крайней мере, на время военного положения. Конечно, конечно. Чтобы закрывать рот каждому, кто несет всякую чепуху, всякую якобы инсайдерскую информацию, которая ничем не подтверждена, и что крайне сильно вредит и государству. И, ну да, ну вот даже вот эта история про то, как тут арестовали и мучают российских учителей, понимаешь, которых, блин, это же, ну это вот классический пример. Шоу устроила российская пропаганда из этого шоу, понимаете? Причем на ровном месте, из полностью отсутствующего повода, понимаете? Это ж, я вам честно скажу, у меня просто огромный опыт этого всего,
Потому что я всю свою жизнь занимаюсь в медицине тем самым, понимаете? Когда приходят и говорят там, прививки делаются для того, чтобы было у людей бесплодие, чтобы они не могли размножаться. И тебе надо опровергнуть хренотень, у которой нет, в принципе, в основе ничего имеющего отношения к медицинской науке. Вот сейчас примерно та же самая ситуация. Но надо понимать, что эти вбросы присутствуют постоянно, и надо объединять силы в информационной политике. Объединять. Ну, по крайней мере, вот смотрите. Даже есть, в конце концов, не так много в стране, допустим, блогеров-миллионников. Их не так много, да. Сейчас, например, мне вчера приходит письмо, где мне ребята просто говорят, смотрите, доктор, вот появилась информация от наших официальных органов, как действовать россиянам, чтобы побыстрее попасть в плен, куда связываться и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть мне присылают какие-то люди, мои читатели, да, я это размещаю у себя в канале, допустим, да, потому что я знаю, что меня читают россияне. Мне кажется, есть информация у государства, которую надо довести до сведения вот этих всех людей. Почему же вы, чтобы ее разместили на телеграм-канале, где 1000 подписчиков, и ждете, что ее кто-то прочитает? Вы что, галочку ставите на своей совести? Или вы не можете написать, прислать, сказать, Кабаровский, да размести, тебя же они смотрят и читают, вот тебе информация и так далее. То есть я вижу однозначные просчеты в информационной политике. С этим надо работать, понимаете, работать. Потому что я точно знаю, что иногда вот этот алкаш, который идет сейчас воевать, который на ногах не стоит, он ни хрена не соображает, а жена его соображает, понимаете? Вот я до его жены скорее достучусь, понимаете, чем вы до него. Безусловно. Ну, тут я скажу так мягко. Когда информационной политикой занимаются бюрократы, которые больше думают. Галочка. Нежели о том, что надо работать. Понимаете, работать постоянно. Надо думать, надо креативить, надо много чего надо. Но, к сожалению, у нас в сфере информационной политики все еще сохраняется та самая бюрократия. Если бы, например, я этим занимался, а я никакого отношения не имею, надо это тоже проговаривать постоянно, ни там, к примеру, к офису президента, ни к какой-либо политической силе, никто не финансирует. Весь мой проект изначально держится на нашей инициативе и на донатах от наших подписчиков, которых я всегда благодарю и которых более чем достаточно по факту. То есть все это работает спокойно и нормально, просто потому что туда никто не вмешивается. То есть просто мы выпросили, вымолили себе вот эту вот возможность этим заниматься и занимаемся. Ну, конечно, в определенных моментах, да, там мы сами прекрасно понимаем, где надо стопорнуться, что не надо, что лишнее. Мы можем посоветоваться и так далее и тому подобное. Если бы я занимался этим, я бы собирал в единый кулак в информационном поле таких людей, как вы, миллионников, хорошо, пусть будет миллионников, но достаточно много есть 100-тысячников, с которыми можно общаться, с которыми можно проводить брифинги, совещания, доносить ту или иную информацию, снова же таки правдивую информацию. Ведь у нас ее более чем достаточно. Нам не нужно ничего придумывать, нам нужно просто объединиться и спокойненько это все прекрасно доносить. И более того, если появляется какой-то инсайт, его совсем не обязательно выбрасывать на какой-то левый канал, как вы говорите, а это часто так бывает. Ну, видите ли, Владимир, да. Вы же понимаете, что как только вы объединитесь с людьми, которые имеют вес в информационном поле, вас сразу начнут рассматривать как опасную политическую фигуру, которая может на будущее... Послушайте, я это Давайте очень... я подпишу, что я не собираюсь в политику. Ну, подпишу, что я не иду в политику. Володя, я 12 лет только этим и занимаюсь, что в этом подписываюсь. Ну и что мне это что сдало, вот все равно вас будут рассматривать как страшного врага, понимаете? И все. Вот никаких других вариантов нет. Поэтому каждый делает свое дело, вы на донатах. У меня есть несколько рекламных проектов, которые я за деньги, которые я получаю за рекламу, я реализую вот этот проект свой, пытаясь общаться. Ну, каждый как может, так и по. Главное следующее. Страна — это же не политика, это люди, понимаете? Поэтому конечно, мы это делаем для нашей любимой Украины, потому что иначе мы просто не сможем. Вот и все.
И тут Ну, не в еще, политических дивидендах дело, это же сами понимаете. окей, да, ну еще раз мы уже, чтобы эту тему уже окончательно закрыть и без недоговорок. Дело в том, что объединиться со многими лидерами мнений не получится, просто потому, что они изначально выращены какими-то определенными политическими силами. Раз уж так. Ну, значит, хорошо. Идем, значит, идем параллельным курсом, но сами по себе. Совершенно верно. Замечательно. Ну, еще раз, вся деятельность, вот моя, например, она сейчас вот, я изначально декларировал два направления. Первое, донести что-то до россиян, что до какой-то степени получалось, да, хотя бы локально, не до миллионов, конечно, да, ну, локально получалось. И второе, это сделать все для того, чтобы обмены происходили, для того, чтобы ту сторону, можно прямо сказать, спровоцировать на этот обмен, чтобы они на это пошли, потому что они же людей не ценят. Ну, для них люди, они как на мясо их могут отправить, точно так же попавших в плен, они просто не признают попавшими в плен. Почему? Вы знаете, что они рвутся к нам на интервью? Нет, нет. Рвутся к нам на интервью, знаете? Потому что они знают, что пока их не покажут, пока видео с ними в России не покажут, это у Мгм. них чуть ли не на официальном уровне, они будут считаться пропавшими без вести или погибшими. Ага, Да? понятно. Поэтому любыми способами попасть на интервью. Говорить, не говорить, но засветиться нужно. Вот. Ну, замечательно. Да, то есть и те принципы и цели, которые я задекларировал изначально, они никак не меняются. И все самое главное, чтобы это просто все закончилось, чтобы закончилась война. Вот как быстро это произойдет, Ну вот можем об здесь, этом в двух словах. смотрите, еще что очень важно, это тоже уже такой месседж для всех людей, которые там тусуются публично в нашей стране, кто пишут и так далее. И так далее. Я все время, мне страшно не нравится вот тенденция к тому, что давайте вот мы до неба построим забор, забудем про их существование, нельзя с ними разговаривать, пусть будут они все прокляты и так далее, и так далее. Я все равно глубоко убежден в том, что, конечно, в идеале, если бы Украина могла летать, улететь куда-то подальше от этого всего, было бы замечательно. Но этого не произойдет. Наш народ обречен жить по соседству с ними, и нам надо выстраивать новую модель коммуникации. Да, какой-то крайне ограниченной, но тем не менее надо понимать, что если мы выстроим эту модель, если мы сможем доносить до них наши месседжи, нашу политику, наши правила жизни, то это просто позволит нам направить, может быть, сэкономить средства и направить их в нужное русло. Понимаете, не на войну, а на стену. Например, это всегда проще. Это мы жизни человеческие сэкономим. Поэтому, когда начинается, что вы с ними разговариваете, не, нахрена давать им интервью, нахрена с ними общаться, Вы ищете забудьте. хороших русских, говорят, да? Да. Вы ищете Еще раз хороших. говорю, каждый раз, когда я... Понятно, что мне намного, например, приятнее разговаривать с вами, потому что мы на одной волне однозначно. Когда ты говоришь иногда с российскими там, журналистами или хорошими русскими, которые, сидя в Европе, там ко мне обращаются и так далее, ты понимаешь иногда, что не пожив здесь, не понимая все реалии, не понимая, что такое Украина на самом деле, Украина на 31-м году незалежности, ты не можешь быть на одной волне. Ты все равно чужой, ты не наш, да? Все. Мне с вами, но я должен общаться. Я считаю, это мой долг, потому что я знаю точно, что если еще у кого-то после интервью, если у 5 человек, у 10 откроются глаза, они задумаются, они примут решение не идти, не умирать, не убивать, то значит мы не зря потратили это время. А я точно знаю, что после моих общений глаза открываются больше, чем у 5 человек или 10. И после Это ваших интервью безусловно. тоже. Безусловно, Поэтому так и надо это работает. все делать, и никуда мы не денемся. Будем делать. Ну, это потому, что вы, вероятно, мыслите как рациональный человек. Рационально мыслите, да? Вы рационально к этому подходите. Вы сейчас рационально объясняете, почему и как это должно работать. А есть люди, вот эти самые яростные патриоты, которые просто на любой такой посыл говорят: ты что, ищешь хороших русских? Я не понимаю этот тупой вопрос вообще. Зачем мне искать или не искать, и искать хороших русских или плохих, и вообще об этом думать? Если есть люди, которые... Вот я вчера после обмена сразу же написал всем российским СМИ, которые ко мне обращались по поводу интервью. Вот вышло на популярной политике. Вот мне сейчас начнут говорить: а вот Навальный такой, а вот Навальный не такой, а вот он говорил то, вот он говорил то. Зачем мне это думать, если это сейчас выйдет, соберет 1 000 000 просмотров и 700 000 из России, как минимум?
Да, и которые задумаются, просто задумаются. Ну, все Которые правильно. услышат Так основные оно и тезисы работает. и поймут, ну, хотя бы несколько из них. Хотя бы задумаются, действительно. Ну, хотя бы рациональное зерно какое-то будет. Зачем мне думать еще о каких-то вещах, о которых думают в первую очередь наши яростные патриоты? Вот они в Есть первую очередь. есть такая профессия, знаете, как в России, родину защищать, а есть такая профессия в Украине — учить патриотизму и мерить людей на сорта патриотов, понимаете? И это было, это всю жизнь есть, оценивать на весах любовь к родине, критерии настоящего украинца, хорошего украинца, правильного украинца и так далее. И так далее. Ну, то есть экспертов по патриотизму и желанию меряться любовью и писюнами у нас огромное количество всегда. Да, ну вот они мне чуть-чуть рашистов напоминают. Почему чуть-чуть? Это правила игры одинаковые. Любое зомбирование в любом направлении, узколобость, желание всех людей поделить на белых и черных, правильных и неправильных. Если ты не с нами, чемодан, вокзал, если и так далее. Ну, таких людей хренова гора. Поэтому наша задача в вольной, свободной, незалежной Украине послевоенной, понимаете, все загнать в юридическое русло. Понимаете? В юридическое. Вот когда какая-то девочка поет в России, да, поет в России, вот мы должны на уровне государства юридически сказать, она нарушает закон или не нарушает. Если она не нарушает закон, заткнитесь. Если нарушает, давайте на нее фас. Все. Но чтобы у нас людей не оценивали эксперты по любви к родине. Понимаете? Вот и все. Не, ну Закройте рты. оценивать, наверное, может каждый, что хочет. Другой Со вопрос, своей когда, женой на кухне. да, другой вопрос, когда эти оценки притворяются уже в какие-то практические действия и начинается то, чего, да, по моему мнению, тоже быть не должно. И я полностью согласен. У нас не хватает законов в стране, которые будут характеризовать некоторые взаимоотношения. В том Людей. числе. Поэтому это то, о чем я сказал, по-моему, 25 или 26 февраля, что тотальное единство украинцев, которое возникло на фоне ненависти к врагу, должно по итогу быть трансформировано во взаимную любовь объединяющую. Потому что построить страну на объединяющей ненависти нельзя. Поэтому тем, кто... Вот и все. Поэтому строить страну на объединяющей любви друг к другу, на тех, кто себя и свое будущее, и своих детей ассоциирует только с этой землей, вот это наша главная задача на сегодня. И заткнуть пасти всем, кто пытается делить украинцев на сорта и учить всех жизни. Ну, вот, к примеру, у меня был один пленный, который позиционировал себя как честный российский офицер. Вот я честный российский офицер, я ни над кем не издевался, это долг родины моей я отдавал. В общем, об этом у нас шел разговор, но все равно мы пришли к тому, что ему здесь делать нечего, ни честному, ни нечестному, ни хорошему, ни плохому. То есть это основная мысль, которую я хотел донести. И все-таки вот как до них донести, да, вот до этих вот честных офицеров, такие вещи, которые происходят, например, в Изюме сейчас. Вот то, что мы видим. Ведь вы же родом как раз вот из Да, Харьковской это области. все мое. И Изюм, и Болчанск, и Балаклея, и Казачья Лопань, и везде, где пыточные, и везде, где здесь этот кошмар. Все это места, где я бывал 1000 раз, где каждый квадратный метр земли мне знаком, и все это так больно. Эти леса, где они выкапывают... Я там с внуками грибы собирал, понимаете? А там сейчас трупы и выкапывают и так далее. Ну, просто мне почему-то кажется, что понятие офицерская честь, оно забыто было давным-давно, когда вся армия превратилась в сплошную дедовщину, издевательство. Еще при Советском Союзе слово «честь» было забыто давным-давно уже. Вот это, как мне казалось, что вообще на офицерской чести страна должна держаться. Потому что любая силовая структура, понимаете, ну хорошо, но есть силовая структура, которая крышует бизнес, занимается рэкетом, да, продает места там в казино, следит за проститутками. Это же тоже офицеры, блин. Офицеры. Вот отсюда начинается понятие. Поэтому любой человек, который сознательно шел в офицеры в России, он кто? Ну, поэтому... Так, но дело просто в том, что к нам это тоже
частично имеет отношение. У нас тоже много офицеров, которые занимаются тем, что крышуют бизнес, занимаются проверками, ходят вместе с налоговиками, выполняют политические заказы и так далее. И с этим совсем мы тоже должны разбираться в нашей стране. Потому что если мы возродим сейчас, когда мы видим настоящих офицеров, которые реально герои страны, да, мы их видим, нам показывают примеры, что такое настоящий офицер, что такое офицерская честь. Это люди, которые должны стать примером для детей, которые захотят выучиться на защитников Родины. И сейчас возродить понятие офицерской чести, традиции офицерской чести, это же очень важно для страны, которая на долгие годы будет вынуждена жить по соседству с агрессивной Россией. Понимаете? И для нас это возродить офицерскую честь чуть ли не одной из главных задач в информационной политике. Ну, у нас, да, такие задачи есть. Знаете, вот эти вот все задачи вы сейчас рассказывали, и мне кажется, все это упирается снова-таки в законы и в то, кем и как они, эти законы, применяются. Потому что уже на данный момент есть случаи, когда человек с первого дня войны, он не был офицером, с первого дня войны по Броварскому направлению взял в руки оружие, все, что мог, отправил вооруженным силам Украины и пошел воевать. С первого дня он это делал, и он это делал по состоянию на 2 недели назад. Потому что 2 недели назад к нему приехала полиция, провела у него дома обыск и отвезла его в суд, где ему сразу же избрали меру пресечения, содержание под стражей. Значит, полиция к нему приехала по делу, которое было открыто в 2019 году. Вот у меня вопрос. Эти полицейские, или эти прокуроры, или эти судьи, которые занимались этим всем, им что, заняться больше сейчас нечем, да? Ну, дело 2019 года. Смотрите, за 19-20, 21 и пол 22 вы не успели ничего сделать, вы не успели посадить. Данный человек на протяжении полугода с оружием в руках, когда вы там, извините, пердели в свои стулья, защищал эту страну. Его приехал взять на поруки боевой генерал, который стоит в этом суде и говорит: отпустите человека, за ним ничего плохого не замечено, мы сейчас должны вообще ехать на передовую были, мне здесь делать нечего, ему тоже. Судья постановляет, знаете, это для нас не аргумент, пусть сидит. Я вам хочу сказать, что до тех пор, пока у нас будет работать в Украине безнаказанный абсолютно суд, которому плевать на все, безнаказанные прокуроры, которым плевать на все, которые могут... Ведь, понимаете, там на суде и сам подозреваемый, и его адвокат, и генерал. Все могут распинаться сколько угодно и объяснять суть дела, что вы поступаете неправильно. Мало того, что там фактически доказательств никаких нет, так еще и с позиции того, что война сейчас идет, и это военнослужащий официально ЗСУ, не надо так делать. Можете час об этом распинаться, прокурору достаточно встать и сказать: на наш погляд, їх вина повністю доказана, доведена під час досудового слідства. Все. Ему больше говорить ничего не нужно даже. И вот эта вот вшивая бумажка, которую он зачитал, и вот эта вшивая ухвала судьи. Понимаете? То есть до тех пор, пока у нас это будет работать так, до тех пор, пока у нас не будет в избирательности судей, когда народ не будет их, пока народ не будет их избирать с правом их снимать, чтобы эти люди чувствовали ответственность перед народом, до тех пор, пока у нас не будет суда присяжных нормального, который будет решать, послушав обе стороны, 12 человек примут решение, или там 9 человек, неважно сколько. Но прокурору будет недостаточно прочитать вот этих 3 строчечки. Не-не-не, друг мой. Видите, Володенька, а вы в политику не хотите. Вот. Не хочу. А кто ж будет им заниматься? Понимаете? В общем, я могу прекрасно это расписать все без политики. То есть там уже принимайте как хотите, смысл не в этом. Смысл в том, что тут, когда это все происходит, между сторонами появляется та сама змагальність сторін, про яку кажуть. Да? А сейчас нема ніякої змагальності сторін. И это очень сложная тема, но все, о чем мы говорим, про законы, про их выполнение или невыполнение, про наказанность или безнаказанность, упирается как раз в эту проблему.
вне всякого сомнения, и пока мы не видим, ну, опять-таки, те же прокуроры, они же тоже там у нас офицеры вроде как. Вот. Те, которые приехали арестовывать, они тоже офицеры. Вот я вам про офицерскую честь и говорю. Здесь есть над чем подумать нам всем, нам всем. Не для того мы сейчас страна в таком состоянии, чтобы в Украине после победы продолжался вот этот беспредел. Потому что люди, боюсь, уже с этим мириться не будут. А может, это и хорошо, что мы уже точно мириться с этим не будем. Не будут, ну, тут же все же важно, как и когда и это все закончится. Ведь, ну, хорошо, мы с вами не военные эксперты, я вообще никогда не претендую, но все, наверное, знают, что на данный момент идет война артиллерии. По крайней мере, в частности, я это знаю из рассказов. Что он может 3 месяца или 4 месяца простоять в одной точке, а потом, как ни в чем не бывало, туда прилетит. Причем это работает в обе стороны, да? Сейчас Россия снова набирает этот фарш. А то, что этот фарш, вот эта вот их мобилизация, я понимаю, что они даже сами этого не отрицают, потому что мы видим эти видео, мы видим этих 300-х, я имею в виду 300-х, которые боярышником накачались еще прям там или чем-то другим, да, и все, и спят уже полумертвые. Кого-то инсульт схватил перед автобусом, да. Но Россия сейчас отправляет фарш. И я так понимаю, что это даже не 300 тысяч заявленных. Я так понимаю, что они хотят собрать до 1 миллиона этих людей. И в какой момент, по вашему мнению, они могут остановиться? Сколько составов должно пойти в Россию этого фарша обратно? Нет, Уже... это не... вот количество, это очень наивный вопрос с моей точки зрения. Я понимаю, что вы провоцируете меня, но на самом деле нам всем надо понимать, что для этих сумасшедших, которые принимают эти решения, не имеет совершенно никакого значения. Погибнет 50 тысяч, 100, 300, миллион, уже это значение не имеет. Для них важна исключительно цена вопроса для их лично. Для них лично. К сожалению, мы с вами не можем определить влияние на верхушку России. Это уже другие совершенно механизмы. Другие механизмы. Поэтому они говорят, мы будем убивать, мы убьем еще миллион россиян. Люди, давайте договариваться с нами. Давайте срочно что-то решать. Видите, мы ненормальные. Мы можем погубить еще миллионы россиян и еще 100 тысяч украинцев. Мы можем разбомбить города. Мы можем взорвать дамбу и затопить миллион там квадратных метров и так далее, и так далее. Вот о чем речь. Мы ненормальные. Давайте с нами что-то делать. Договаривайтесь с нами. Скорее. Ну, просто все зависит от того, когда и где эти ненормальные наконец-то остановятся. Вот, а дальше уже можно говорить обо всем остальном. Ну тут вот вообще вот вопрос такой. Вот те люди, которые с вами общаются лично, да, они хоть понимают, вот они, до них хотя бы дошло, что никакого нацизма здесь нет и не было никогда? Да, абсолютно. Я по крайней мере, по той почте, которая у меня есть, ну, 95% людей уже все точки над «и» расставило для себя. Более того, у меня есть целая категория там людей, которые после 24 числа начали активно агитировать всех вокруг себя. Вы что, ребята, это война, там никакого нацизма нет. После чего на них на всех начали кричать, да ты не патриот. И они заткнулись и ушли в подполье. И вот теперь с 21 сентября вдруг все вокруг их очнулись и говорят, боже, что наши мальчики пойдут туда? Так там же нацизм. Да какой там нацизм? Нету там никакого нацизма. Не надо нам туда идти вообще. То есть пока не надо туда идти, мы согласны. И с биолабораториями, и с нацизмом, и с американцами, и с тем, что там воюют только негры и так далее, и так далее, и так далее. И с тем, что они сами себя идиоты бомбят, и что наше высокоточное оружие попадает прям куда надо, в нужное. Вот в Хаймерсе, видите, танки на 2-м этаже в Харькове там стояли, да, было в заводе, они когда-то обстреливали, и так далее, и так далее. Но как только надо пойти лично воевать, да, ребят, что и туда идти? Они хорошие, нацизма нет, это вообще их личное дело. Пусть что хотят, то и делают. Вы что, дураки? Какое биологическое оружие? Какие избирательные утки, которые там гадят только на русских и не трогают украинцев? Ну, то есть все сразу, как только надо лично идти умирать, все прозревают мгновенно. Но я вам хочу сказать, что они держат руку на пульсе, эти идиоты наверху. Я просто еще оцениваю по количеству ботов. Сейчас у них, но они как бы, у меня с первого дня было очень много ботов, они там меня прямо, ну просто, люди не успевали писать в Ютубе в комментариях, потому что на один нормальный 10 ботов. И сейчас их опять приперло, ну просто тысячами, видно, деньги. Опять-таки, они же те, которых
которые пишут сейчас комментарии, которые работают ботами, они же знают теперь, что чем больше комментариев ты напишешь, чем энтузиазм больше ты проявишь, тем больше шансов, что тебя не мобилизуют, что ты нужный здесь, в тылу. Поэтому они сейчас страшно активно, они за копейки готовы сидеть и писать все, что угодно, лишь бы их не трогали, не послали лично. Поэтому я уже устал читать, когда во всех, вот знаете, во всех мессенджерах, везде, в Телеграме, в Инстаграме, в Ютубе, в Фейсбуке одинаковые, от разных людей одинаковые слова, одинаковые штампы. Сегодня у них рассказы про то, кому я продался, завтра у них про нацистов. Ну, короче, стандарт бесит уже, поубывал бы. Ну, про ботов все знают про ботов. Все знают про ботов, хорошо. Но я же говорю не про ботов, я же говорю про ту самую критическую массу. Вот вы говорите, одни патриоты на других набрасывались, пока это не коснулось первых патриотов, тут между ними начинается какой-то паритет, да. Я не говорю, что там будет бунт, забастовка, переворот в России, мы уже говорили, мы в это не верим, да. Но когда-то, может быть, дойдет в России критическая масса тех, кто говорит не надо, что она станет больше той, которых кричат и бегают, что надо. Вот это же может. Но возможен эксцесс, когда у кого-то поедет крыша, и он начнет бить ментов, а все остальные пойдут следом. Но кто-то буйный должен начать. Это возможно. Но буйных мало, очень мало, и их очень быстро нейтрализуют. Это то, чему они научились. Очень круто. Выделять из всех вот вякающих и толпы буйных. И их изолировать. Все. Это они могут. И тут мастерство, мало кто с ними сравнится в этом плане. Ну, как и в пропагандонстве. У нас буйных хватает, у нас много. У нас, да, у нас хватает. Ну, мы просто совсем другие. Мы вообще, в принципе, не такие, как они. Это, к слову, о том самом братстве. Ребят, эта тема мы уже эту тему проехали, закрыли и так далее. Да. Тут, короче, подводим итоги. Нам свои работы, Володя. Нам свои работы. Итоги подводим. Я хотел вот в качестве, может быть, последнего вопроса. Участие в этом обмене Медведчука. Это зрада? Нет, это мудрость, мне кажется. Нахрен он тут нужен? Удалось дыхаться от него, да еще и такой ценой. Че он бы сидел бы тут годами в нашей тюрьме, умничал и прожирал на наши деньги? Ну, нет, я считаю, что это правильно. Правильный ход. Кого бы еще такого найти? Вот мне нравится ход ваших мыслей. Потому что он исключительно рационален. Да, да, конечно. Нам удалось добыть наших хлопцев. Да ради бога. Я так еще за него такое количество получить. Это был очень ценный, мудрый, правильный ход. Молодцы. Я, честно сказать, я последнее, я помню, интервью Прокопенко с Гордоном. У меня что-то было такое ощущение, что я его больше никогда не увижу. Вот честно. Вот как-то я все время... Мне он так близок, как человек, вот чисто по-человечески, как человек, как офицер, вот всегда было на него приятно смотреть. И, честно скажу, такое вот какое-то я почувствовал облегчение, когда увидел его, просто, я не знаю. Я таких эмоций не испытывал, наверное, последние месяцев 5-6 точно. Просто, вот не знаю, просто... Вот у меня редко бывает ситуация, когда я не могу подобрать слова, но для меня это был как гром среди ясного неба, причем даже не так, как солнце среди туч, понимаете, вот эта информация, потому что внутренне я был уверен, что эти падлы не отдадут этих ребят нам, вот как-то. Поэтому то, что это удалось сделать ценой Медведчука, я вас умоляю, Господи, да ради бога. Это не самая большая цена, которую мы могли за них заплатить. И здесь, пользуясь нашим общением с вами, и что, я надеюсь, будет интересно послушать именно с той стороны, я хочу сказать россиянам. Вот этих людей вы представляли как квинтэссенцию зла, да? Самых страшных нацистов. Вы их так называли, да, вот этих вот азовцев, командиров, вот этих вот, которых мы забрали домой. Ребят, все. Давайте уже с вами скажем, все. Эти люди уже обменены. Этого обратно уже не вернешь. Получается, значит, следующая ситуация. Значит, у вас теперь наши простые солдаты. И у нас ваши простые солдаты.
Давайте говорить о том, чтобы просто взять и поменять всех на всех. Правильно? Уже ж спорных моментов уже ж нет, да, все. Азовцев же забрали, которые для вас представляли самую страшную опасность. Все, давайте друг с другом говорить о том, чтобы поменять просто всех остальных. Нет никакой прелести ни вам, ни нам в том, что ваши люди находятся здесь. Мы просто говорим, давайте просто верните своих домой и отдайте нам домой наших. Вот и все. Просто требуя от своего руководства, вот постоянно вбрасывая в публичное пространство месседжи, это я обращаюсь к россиянам, о том, когда вы просто с друзьями говорите об этом, это все же, вас же везде слушают, и когда народные массы говорят, какие молодцы, поменяли, да, когда они видят, что обмен, это одобрение гражданского общества в России, да, то тогда, во-первых, больше ваших не будут стрелять, а сдадутся в плен, зная, что их поменяют. И шансы ваших выжить и уцелеть увеличатся, понимаете, и так далее. И вообще любые переговоры начинаются с реальных практических шагов. А более реального, более понятного практического шага, чем обмен пленными, такого шага просто не существует. Более понятного. Отдайте нам своих, наших, заберите свое. Оно тут нахрен никому не нужно. И вот то, что вы сказали про неодобрение, да, одобрение, вот этот же обмен как раз вызвал в их гражданском обществе или в медийном обществе, я не знаю, Неодобрение. неодобрение. Вот А здесь сейчас, поэтому вот ту часть, которая вызывает неодобрение, мы уже проехали. да, Теперь остались просто обычные солдаты. Обычные, никакие не нацисты, просто обычные, ваши и обычные наши. Давайте вот эту концепцию примем и поменяемся, и все. тем более, что им нужно об этом думать в первую очередь, потому что их же солдаты, они же якобы в плену у нацистов. Ну, по крайней мере, они сами об этом говорят. Так Да, нужно давайте думать, спасать. давайте Вы же своих не поменяем. бросаете. Так мы готовы ваших отдать. Давай, только наших отдайте взамен. Короче, Спасибо. Володь, я вам благодарен за то, чем вы занимаетесь. Это очень круто и важно. И действительно многие смотрят, и многие делают правильные выводы. И вообще мы же прекрасно понимаем, что ваши интервью с россиянами работают прежде всего на российскую аудиторию. И это очень важно, работать на российскую аудиторию. Потому что люди должны знать правду. Люди в их страшном информационном поле должны иметь возможность открыть форточку и вдохнуть свежего воздуха. А вот давайте мы с вами будем этим заниматься. Спасибо. Вот, прекрасно, спасибо вам большое. Поэтому я и хотел с вами поговорить, потому что я же со мной специфический характер имеют общение с их. А вот вы же с ними как бы по-хорошему, как доктор с пациентами, как хороший советчик, да? Пусть Все, и послушают вас вылечим тут, и вас вылечим. Да. Да, Вот. ну, давайте лечиться, давайте. Главное, чтобы вы хотели проглотить. Я понимаю прекрасно, что информация, которая от нас исходит, это очень горькая пилюля. Но это правда. Ее надо просто проглотить, после чего она окажет лечебный эффект, и вы начнете действовать, делать, короче, правильные выводы. А мы вам будем помогать, подталкивать дальше. Я Удачи еще раз вам, благодарю вас. Слава Украине! Героям слава.